Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать про барахолки в Швейцарии. Итак, что вообще такое барахолка? Барахолка – это место, где люди продают или покупают подержанные вещи, антиквариат, винтажные предметы, книги, одежду, мебель и другие товары. Также вы можете найти совершенно новые товары в упаковке и тому прочее. Это может быть как постоянный рынок, так и временная ярмарка. Итак, каждое первое воскресенье месяца в городе Берн, по адресу, который я укажу чуть позже, проходит такая барахолка. Народ для разврата собрался. Итак, сразу хочу расстроить тех, кто думает, ага, пройду, куплю Rolex, Омега или что-то такое, дома почищу и перепродам за совсем другие деньги. Ну, во-первых, тут люди понимают ценность таких вещей, во-вторых, тут таких делков хватает, поэтому, мне кажется, мансы такие тут не пройдут. Но не все так печально, конечно, можно что-то найти, нужно просто как минимум хотя бы понимать ценность этих предметов, которые вы ищете. Ну вот, допустим, один из примеров. Нашел микрофоны, довольно-таки неплохие, я немного понимаю, что это капсульные студийные микрофоны. Ну, не дешевая вещь для записи звука, вокала, инструментов. Стал я, значит, в сторонке, смотрю на всякие товары, дудку он нашел. И потихоньку ищу себе информацию про них. Сколько они стоят, что это за производитель и так далее. Продавец хотел примерно 30 франков за одну штуку. Я понимал, что новые стоят 180-190 франков. Франк-евро это 1 к 1 примерно. Решил я, что похожу, пока посмотрю еще. Подумаю над этим всем микрофоном, куда их продать. Это не такая вещь, что многим интересно. Потом еще вспомнил, что этот бренд выпускал коллаборацию вместе с наушниками Samsung Buds Pro. Забегу наперед, короче, я их не взял. Пока я такой грамотей ходил, размышлял, вернулся, думаю, ладно, возьму один из двух, мало ли, может и получится продать. Пришел, продавец говорит, их уже забрал один парень. Не размышляя, не так, как я, наверное, крутил их, вертел. Подошел, забрал и не торгуясь, ушел. К чему вообще я рассказал про этот пример? Да просто не надо чухаться, как я. Взяли, увидели предмет, допустим. Взяли в руки, сказали продавцу, я отойду, гляну про него информацию, нужен он мне вообще или нет. И быстро принимайте решение, если оно того стоит, тогда покупайте. Я думаю, сейчас такие маркетплейсы, что можно все, что хочешь продать. Итак, на что, на мой взгляд, стоит обращать внимание, а на что не нужно терять своего времени. Ну, начнем, наверное, с первого, это строительный инструмент. Его тут много, он есть разный, он есть новый, он есть поломанный, он есть бэушный. Ну, можно рассматривать все. Мне кажется, как найти из донора на запчасть своего поломанного, так и новую можно найти. Довольно тут его много. Вот я сколько ходил, смотрел, разные цены. В основном это очень дешево. Также я заметил много автомобильных фар. Не знаю, прям очень много. Я думаю, если кто коцнет, можно тут, конечно, поискать на свою модель. Тут прям хватает из чего выбрать. Не стоит, мне кажется, тратить свое время на одежду. Тут она какая-то вся зачуханная такая, вся она обувь поддельная, денег она стоит. Ну, конечно, если вы не специалист там какой-то, искать эксклюзивы среди всякого хлама. Кстати, насчет коммуникации. Вам, конечно, надо будет немного знать слов, чтобы связать какое-то предложение, спросить про товар или цену. Ну, если вы не знаете, конечно, будет, конечно, максимально неудобно, как в моем случае.
Конечно, если вы знаете английский, допустим, это большой плюс. Можно, конечно, вести коммуникацию. Люди охотно отвечают, если затруднено с немецким. Также хотел обратить внимание, очень много музыкальных инструментов разных, как от акустических гитар, баянов, аккордеонов, так там разные там трубы, флейты, ну и электронные разные усилители, микшеры, диджейские пульты тоже можно тут найти. Даже за хорошую цену. Можно даже и поторговаться. Люди нормально на это реагируют. Ну, еще, конечно же, можно найти разную электронику. В основном это старая. Ну, такое. Можно найти даже нормальный ноутбук для просмотров кино, печаталку. Я один такой вот нашел. Довольно неплохой, 17 дюймов. И, в принципе, нормальная цена. Кстати, по поводу тех, кто ищет там лыжи или сноуборд для гор покататься. Ну, это есть, но это очень мало, и навряд ли вы найдете что-то под себя, потому что это такие вещи индивидуальные. Ну, я так присматривался, мало-мало очень выбора, поэтому сюда ехать именно искать эти вещи я не рекомендую. Вообще, мне кажется, сюда люди приходят, ну, такое ощущение, как бы прогуляться. Навряд ли кому-то что-то там надо, просто люди идут прогуляться, посмотреть на чужое барахло, если есть свое, показать свое. Ну, у меня сложилось вот такое впечатление. Знаєте, що очередна петиція про те, щоб знести цей ринок? Зачем? Пусть люди работают, тут так хорошо, придешь, купишь, что попало. Для чего вообще я сюда пошел? Ну, у меня было в планах что-то купить себе в плане трипода. Это такая штука, чтобы крепить там телефон, камеру, когда идешь в поход. Или, допустим, куда-то в красивое место идешь и хочется сфотографировать, а некому подержать телефон. Вот есть такие треноги. И я искал максимально компактную какую-то, такую, чтобы можно было ее положить в рюкзак и ходить себе где угодно. Поставил, сфотографировал. Новый трипод примерно стоит 30-50 франков, евро. Ну, это такие, чтобы они были более-менее устойчивые, хорошего качества и легкие, компактные. Ну, тут я рассчитывал найти себе что-то подешевле. Как говорится, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Ну, недолго я ходил, смотрел. Конечно, среди всего этого изобилия тяжело что-то найти. Ну, походив немного, порассматривал, нашел я несколько вариантов. Сначала мне два варианта не понравились, они были классные, но они были большие. Габариты такие не позволяли мне его уложить в рюкзак, а мне хотелось маленький. Миссия выполнена. Тем, зачем мы шли, уже купили за хорошую цену. Так, будем смотреть дальше. Конечно, тут пройти очень проблематично. Везет же людям. Конечно, штатив не рассчитан на большие камеры, он такой немного хлипенький, но мне больше понравился его размер, и вес, и компактность, поэтому я выбрал его, не задумываясь. Тем более такая цена, и даже стыдно было торговаться. Для моих целей телефона, экшн-камеры поставить или что-то такое маленькое отлично подойдет. Ну, для больших, наверное, он не подходит. Кстати, посмотрев локацию на Google картах, тут находится театр Троя. Я не знаю, что это за театр, наверное, какой-то арт, но внешний вид такой интересный, я бы мягко сказал бы. Кстати, поставьте лайк, если вам не сложно, если вам нравится это видео. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, мне это очень поможет для продвижения моего канала. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну и также подписывайтесь на мой канал, для меня это очень приятно. Так, ну что еще тут из товаров можно было бы такое найти? Ну, заметил я, есть тут еще мелкая бытовая техника, такая как пылесосы, утюги, чайники. Допустим, пылесосы, цены там от 20 до 50 франков. Проверить я не знаю, их можно или нет. Ну, они тут есть. Также еще хотел упомянуть, тут очень много велосипедов. Особенно в зимнее время они прям цены падают. Выбор к лету очень, кстати, увеличивается намного. Тут от детских велосипедов до взрослых.
до горных, спортивных, шоссейных, какие вам нравятся, тут все есть. Себе я тут тоже покупал велосипед, он был с маленьким дефектом, задняя ось была немного согнутая. Ну, я на месте взял, подошел к человеку, попросил ключ, там же его закрутил и на нем и поехал домой. Но продавец мне отлично скинул, поэтому в принципе я доволен покупкой. Ну, в завершении я хотел бы сказать, что я противник, конечно, тащить всякого хлама домой, но в таком месте можно иногда найти такие вещи, которые просто не купить или не найти на просторах интернета или в маркетплейсах разных. Опять же, торг еще никто не отменял, также помогает отвлечься от ситуации в мире. Аллах Акбар. Поэтому я и прихожу в такие места, чтобы немного разгрузиться, понаблюдать, посмотреть, потрогать, покрутить, повертеть. Чего и вам рекомендую. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, комментарии, спрашивайте. Надеюсь, это видео будет кому-то полезно. Все, спасибо всем за просмотр. Всем пока.